Сюжет сериала построен вокруг приключений ведьмака Геральта, мутанта и знаменитого убийцы-чудовищ. Я знаю, кто ты. Ты ведьмак. Геральт из Ривии. Ведьмаками, как и волшебницами, не рождаются, ими становятся. Ведьмаков создавали из ребят, которых накачивали зельями, чтобы сделать их сверхлюдьми и супербойцами. Процессы мутации приносили невероятную физическую боль. Из 10 парней выживали только 3. Счастливчики становились быстрее, сильнее, выносливее и получали возможность использовать немного магии. Сериал заметно отличается от игр и от серии книг, на основе которых он снят. Рассказы о Ведьмаке Анджей Сапковский начал писать еще в 1086 году, а последняя на сегодняшний день книга о Геральте «Сезон гроз» появилась в 2013. Персонажи произведений Сапковского живут в вымышленном мире, наполненном магией и волшебством, имеющим много общих черт со средневековой Восточной Европой. Давайте внесем ясность, как появился мир Ведьмака и откуда там взялась всякая нечисть. Да, они плохие парни, но это работа у них такая, а не их призвание. Сначала в местном мире не было вообще никого, даже людей. Потом произошло сопряжение сфер. Сфера — это один из множества миров, что-то вроде мультивселенной. Реальность неодномерна. Обалдеть! При сопряжении два разных мира соприкоснулись, и из одного в другой проникла магия, а вместе с ней и всякие чудища. Сначала в мире Ведьмака были гномы, краснолюды и эльфы, а потом внезапно появились люди. Мы с вами знаем, что люди бывают не только добрые, некоторые из них очень не взлюбили другие расы. Ну и пошло-поехало. Мы говорим о войне. Впервые произведение Сапковского экранизировали в 2002 году. В Польше был снят сериал «Ведьмак» с Михаилом Жибровским в главной роли. Чувствую, что я тут нужен. Он состоял из 13 серий, а начиная с 2007-го компания CD Projekt выпустила серию игр по мотивам книг, которые имели огромный коммерческий успех. Ты что делаешь? Убиваю тварей. Создатели сериала старались обойтись без графики везде, где это было возможно. Многие современные проекты зачастую почти полностью снимают на зеленом фоне. Ведьмак в этом плане заметно отличается. Чего стоит одна только постановка боевых сцен, снятых максимально натуралистично и оттого выглядящих очень жестко. Но добиться этого было не так-то просто. Подготовка Генри Кавилла к роли состояла из постоянных тренировок по боям на мечах, а также наращивания мышечной массы в спортзале. В одном из интервью он сказал: «Я проводил все свое свободное время с мечом в руке. И на тренировках в зале, и дома. Я привыкал к весу меча, используя его изо дня в день. У меня было 3 меча дома и 4 на работе. Я постоянно практиковался, чтобы бои со стороны выглядели максимально реалистично». Владимир Фурдик – ветеран-каскадер и постановщик боев, который ранее работал с актерами «Игры престолов», а также играл роль Короля Ночи. Оценил боевые навыки Генри Кавилла как лучшее, что он когда-либо видел в своей многолетней карьере. Фурдик подробно говорил на Комик-Коне в 2019 о стиле танцующего боя, который он создал для Геральта. «Я ставил движение с мечом таким образом, чтобы со стороны это напоминало танец. Он проходит через бой так, как будто может предсказать, что произойдет. Он знает за 3 секунды, прежде чем убить кого-то, как он его убьет. Надеюсь, вам нравится его стиль». Он также похвалил навыки быстрого обучения Кавилла. «Я думаю, Netflix принял очень хорошее решение отдать роль Генри. Во-первых, у него поразительное сходство с персонажем книги, а во-вторых, я не знаю никого с таким же опытом работы с мечом, как у Генри. Он очень хороший боец. Я никогда не встречал никого, кто мог бы научиться боевой хореографии для сцены за 2 часа». На вопрос, кто был лучшим учеником, Кит Харингтон или Генри Кавилл, Фурдик ответил: «Кит не должен был делать такие сложные многоходовки в своих сценах боя, как Генри Кавилл». Пора. На сцену. Нет, он мной не командует. Но он скомандовал. Знаю, я разрешил. Поклонники игры сразу поймут, что сериал далек от выпущенной компанией CD Projekt Red игровой продукции, являясь прежде всего адаптацией книг. По словам создателей фильма, при его постановке они крайне аккуратно отнеслись к оригиналу, стараясь по максимуму придерживаться первоисточника и не терять прописанных в книгах сюжетных линий. Единственным отступлением от романов Сапковского стало расширение истории некоторых героев. Но из серии игр продюсеры Ведьмака тоже кое-что взяли. К примеру, от исполнительницы роли Платона
жратвы потребовалось максимально точно воспроизводить жесты и движения именно игрового персонажа. Также в сериал включили знакомую всем поклонникам игр Ведьмак сцену с Геральтом, лежащим в ванне. Я пытался задрать ноги, но не смог. Ванна не той формы. Хоть нигде в романах о Ведьмаке и не сказано о том, что действие произведений происходит в Польше, многие поклонники творчества Сапковского, особенно польские, твердо убеждены в этом. А потому большинство из них считало Польшу лучшим и наиболее правильным местом проведения съемок, в особенности натуральных. Но съемочная группа пошла по иному пути, отсняв большую часть материала в Венгрии. Эта страна была выбрана кинематографистами сразу по нескольким причинам. Во-первых, снимать там недорого. Во-вторых, в стране сохранилось много средневековых архитектурных сооружений. А в-третьих, в Венгрии уже имелись подходящие и готовые к съемкам площадки. Но помимо Венгрии, съемки производились и в Польше, в частности у замка Оградзинец, а также на Канарских островах. Именно там нашлись очень живописные горные виды. Жизнь коротка. Делай то, что тебе нравится. Получение роли Геральта стало для Кавилла в буквальном смысле идеей фикс. Узнав о намечающемся проекте, он начал самостоятельно и через агентов добиваться главной роли, причем еще до начала кастинга. В результате настойчивость Генри была вознаграждена, его пригласили на пробы на общих основаниях и утвердили на роль. Позднее на одном из интервью он сказал: Ого, да. У меня сейчас работа мечты. В дальнейшем актер немало говорил о том, что он является старым поклонником романов о Ведьмаке, а также большим фанатом одноименной серии игр. А вот некоторые его коллеги, к примеру Анна Челотра и Фрея Аллан, честно признались в том, что никогда не открывали книг Сапковского и не знакомы ни с одной игрой. Зараза. Учителя Геральта Весемира хотел сыграть Марк Хэмилл. Главного героя, по слухам, могли сыграть Джош Холлоуэй и датский актер Мадс Миккельсон. На роль Цири приглашали Анну Руст, а на вакансию Йеннифер – Еву Грин. Роль Трис могла достаться Кристине Хендрикс, но приглашение известных актеров сильно раздувало бюджет, и потому продюсеры сериала избрали иную концепцию при отборе актеров. Главную роль доверили Генри Кавиллу, уже известному на весь мир по роли Супермена, а для остальных персонажей пригласили малоизвестных актеров и актрис, не требующих больших гонораров. Съемки были в новинку, правда, так что учились на ходу. Одной из самых заметных тенденций в западном кинематографе последнего десятилетия стала обязательная толерантность, проявляющаяся в непомерном присутствии в фильмах и сериалах персонажей, относящихся к расовым, национальным, сексуальным и прочим меньшинствам. Все бы ничего, но часто создатели лент явно перегибают палку, помещая в ту или иную среду, например, в страну или историческую эпоху, героев, которые там никак не могли оказаться. Таким образом, при выборе между хорошим кино и толерантным, выбор чаще всего делается в пользу второго. Не обошла данная тенденция и Ведьмака. Самую жесткую и оперативную реакцию в фанатской среде вызвало желание продюсеров сериала взять на роль Цири темнокожую актрису, либо азиатку. Несмотря на то, что у Сапковского Цири это русоволосая девушка с бледной кожей и светлыми глазами. Да и в средневековом восточноевропейском антураже, пусть и фэнтезийном, такой персонаж не смотрелся бы ни логично, ни гармонично. Как только фанаты узнали о замыслах продюсеров, они даже обвинили создателей сериала в издевательстве над польским народом и в очернении поляков. Много шума наделала и полушутливая петиция с требованием взять на роль Цири бывшего чернокожего футболиста, а ныне актера Терри Крюса, которую в течение дня подписало более 3000 человек. Все, голубки, игра окончена. Продюсеры пытались объяснить, что действие происходит в вымышленном мире, а значит претендовать на историческую достоверность как минимум глупо. Но в конце концов, заочный конфликт разросся до таких размеров, что шоураннер Лорен Шмидт-Хисрич вынуждена была закрыть свои аккаунты в соцсетях и прислушаться к пожеланиям фанатов не отходить далеко от канона. Ура! Ура! Это будет круто! Немало поклонников творчества Сапковского огорчились, узнав об утверждении на роль Геральта Генри Кавилла. Его посчитали слишком холеным внешне для такой роли. Но увидев первый официальный тизер сериала, большинство фанатов успокоились, сочтя загримированного Генри максимально убедительным в образе Ведьмака. Как по мне, Netflix попали в яблочко, выбрав Кавилла на роль Ведьмака. А тебе понравилось перевоплощение Генри? Сэр Ведьмак, беловласый, из Ривии.
Автор книг говорит, что ему очень нравится этот проект. Еще на стадии разработки он лично одобрил все сюжетные линии и стилистику адаптации. Конечный продукт Сапковского тоже не разочаровал. Он не устает восхищаться сериалом в каждом своем интервью. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. После получения роли Ведьмака, Генри сказал, что от него потребуется улучшить свою физическую форму. «Я люблю бросать себе вызов. Мне повезло с генетикой. У меня получается быстро набирать массу, если я все делаю правильно», заявил актер. Позднее Генри выкладывал в соцсети фото, на которых он делится результатами от проделанной работы, сравнивая свою нынешнюю форму с формой, в которой он был на съемках Супермена. Кавилл написал, что не планирует останавливаться на достигнутом, а помогает ему в этом тренер Дуэйна Джонсона. Изначально Фрейя не претендовала ни на одну из ведущих ролей, а лишь принимала участие в отборе актеров для съемок в эпизодах. Но режиссер и продюсеры решили иначе, рассмотрев в девушке нужные внешние данные и неплохой актерский потенциал. И Алан получила роль Цири, обойдя 200 конкуренток. В момент утверждения на роль актрисе было всего 17 лет. Думаю, и тут не обошлось без мысли об экономии. Тебе 17, говоришь? $200 за все. Это слишком мало. Право сниматься в Ведьмаке оспаривали между собой не только люди, но и лошади, для которых тоже был предусмотрен отбор с рядом серьезных испытаний. А вот это уже лишнее! Но не во всех случаях последнее слово при выборе лошадей оставалось за режиссером. К примеру, Генри Кавилл самостоятельно отбирал лошадь для своего персонажа. Спасибо, Платва. Выход дебютного тизера Ведьмака спровоцировал настоящую эмоциональную бурю в фанатской среде, как положительного, так и негативного характера. Всего за пару дней видео получило почти 75 тысяч дизлайков. Причиной недовольства поклонников стали доспехи и костюмы нильфгардских солдат, которые не соответствовали мистическому средневековому духу сериала, да и выглядели откровенно нелепо. Тим Аслан, который был художником по костюмам в дебютном сезоне Ведьмака, пытался оправдаться некими солнечными мотивами, вдохновившими его на создание этих причудливых костюмов. Но это ему не помогло. Аслана уволили. Начиная со второго сезона ленты, отвечать за костюмы будет куда более опытная Люсинда Райт, приложившая руку к созданию таких картин, как Генрих VIII, Ярмарка Тщеславия и Джеймстаун. Поэтому у фанатов нет особых причин волноваться за внешний вид доспехов в следующих сезонах Ведьмака. А в первом исправить уже ничего нельзя. Поэтому особо придирчивым зрителям придется просто потерпеть. Можете не стесняться и высказать все, что думаете о нарядах в комментариях. Вижу, вы достали себе достойную одежду. Да, нашлась пара добрых людей. Приодели как смогли. Вам эта одежда очень к лицу. Очень идет. Так как Генри является фанатом серии игр Ведьмак, именно он предложил включить эпизод, в котором они повторяют сцену в ванной. После премьеры трейлера этот момент навел много позитивного шума в комментариях поклонниками игры. И когда я залезал в ванну, я думал, интересно, кто-нибудь понимает, как сильно эта конкретная сцена разорвет. Netflix и создательница сериала Лорен Хисрих пошутили, что сцена в ванной теперь является частью официального канона. О, да. Точно. И в романах, и в серии игр главный герой называет себя Геральтом из Ривии. Также его зовут и другие персонажи. Геральт из Ривии, отважный ведьмак! О, черт. Но на деле Ведьмак вовсе не является уроженцем Ривии и не знает точного места своего рождения. А имя Геральт из Ривии он получил от матери, хотя большую часть жизни считал, что это имя ему дал его учитель Весемир. Помимо этого имени у Ведьмака есть прозвище – Мясник из Блавикина, из-за резни, которую ему пришлось устроить. Геральт был подброшенным ребенком и воспитывался ведьмами. О его родителях в книгах упоминается лишь вскользь, а в играх они никогда не фигурируют. Известно, что мать главного героя, Висенна, была могущественной колдуньей. В книге «Меч предназначения» описывается единственная встреча ведьмака с матерью. Будучи тяжело раненым, он впадает в бред, а Висенна ухаживает за ним. Отец персонажа упоминается в книгах мимоходом, его называют охотником за монстрами. В книгах о Ведьмаке автор никогда не раскрывает точного возраста героя, но делает несколько прозрачных намеков, указывающих на то, что Геральту как минимум 90 лет. Пожизнь мое, и все имена станут одинаковыми.
Поклонники творчества Сапковского считают, что ведьмаки не могут умирать как люди от старости и естественных причин. Их можно только убить, и солидный возраст персонажа объясняется именно этим обстоятельством. А ведьмаки уходят на покой? Да, но только на вечный покой. Даг Кокл, американский актер, который озвучил Геральта в знаменитых видеоиграх, похвалил глубокий голос Кавилла в сериале. Генри неоднократно признавался, что является огромным поклонником серии игр «Ведьмак». Я фанат и игр, и книг. Поэтому он был знаком с голосом Кокла и черпал вдохновение в его стиле озвучки. Проваливайте отсюда, пока целы. Шрам на лице Ведьмака не упоминается ни в одной книге серии. Он придуман разработчиками игр из компании CD Projekt Red. Работавшие над образом Геральта в играх специалисты назвали две причины появления этого шрама. Первая, он придает Ведьмаку устрашающий вид. Вторая, шрам выделяет Геральта среди прочих персонажей. А вот желтые кошачьи глаза и белые длинные волосы главного героя берут начало в серии романов о Ведьмаке. Стоит отметить, что создатели сериала выбрали другой тип линз. Но и без намека на котиков желто-оранжевый цвет глаз выглядит эффектно. Возможно, в дальнейшем мы увидим и шрам на лице главного героя. Что это изменит? Значимость любого проекта нередко оценивают по его бюджету, особенно в тех случаях, когда за проект берется Netflix, компания, стремящаяся снимать кино максимально дешево. Однако при работе над Ведьмаком в Netflix решили не экономить. Бюджет первого сезона из 8 серий составил $80 миллионов. Это не рекордная, но очень солидная сумма в истории съемок телесериалов. Для сравнения, дебютный сезон Игры престолов обошелся его создателям в $60 миллионов, причем серий в нем было 10. Ходить или драться хорошо, а лучше всего трахаться. Здесь ни одной женщины на 100 миль вокруг. Мы обходимся тем, что есть. Шоураннер Ведьмака Лорен заявила, что проект уже расписан на ближайшие 7 сезонов. Что же касается 8 серий дебютного сезона, то в них не удалось вместить даже события первой книги. Так что путешествие по мистическому средневековью в компании Геральта из Ривии, скорее всего, будет долгим. Это если с лошадью повезет. Нравится ли тебе Ведьмак в исполнении Кавилла? Или же ты фанат версии сериала 2002 года? Жду твое мнение в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк, если понравилось. До встречи в следующем видео. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите.